Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Сегодня поговорим про применение золы на огороде. И тему я выбрал не случайно. Совсем недавно в комментариях разгорелись споры по поводу применения золы, поэтому решил опять же про нее рассказать, хотя ранее были ролики на канале. Итак, начнем. Что же такое зола? Зола – это продукт горения древесины либо растительных остатков. Это натуральное удобрение, которое с давних времен широко применяется в земледелии. Зола бывает разная. Есть зола от сгорания древесины, есть зола от сгорания стеблей кукурузы, подсолнуха, листвы опавшей и так далее. И по составу зола может отличаться. В земледелии в большей степени применяется древесная зола, потому что дровами люди отапливают жилые помещения, да, повсеместно, особенно вот в наших регионах. В Беларуси, средняя полоса России, там основное топливо в деревнях – это дрова, поэтому и древесной золы всегда в достатке. Значит, древесную золу можно применять в сухом виде, а также можно делать различные растворы. Значит, что касается растворов, вначале разберем. Значит, такое мнение, очень распространенное сейчас у блогеров, в интернете можно везде найти какие-то тиктоки, что древесную золу можно применять только с уксусом, делая вот этот ацетат кальция, и только в таком порядке вносить. Но это не соответствует действительности. Вот этот рецепт, даже я про него рассказываю, про ацетат кальция, он применяется именно с целью снабжения растением кальцием. Вот. Мы берем 1 стакан древесной золы, засыпаем в ведро, гасим 1 стаканом уксуса 9%, доливаем воды, и у нас получается ведро ацетата кальция. И подкармливаем вот этим раствором томаты, если есть вершинная гниль, или для профилактики вершинной гнили. А также можно подкармливать еще косточковые культуры для завязываемости плодов и плодовые деревья, если на плодах у вас ранее возникала горькая ямчатость. Вот основная причина – это недостаток кальция. Вот такая вот подкормочка делается. Но это не значит, что золу нельзя применять и другими способами. Золу можно вносить и сухую. Значит, опять же, как вносить, как правильно вносить, на каких типах почв. Если у вас почвы кислые, показатель, значит, там у вас, допустим, 3,5, там 4,5, 5, до 5,5. Вот это считаются такие почвы достаточно кислые. На таких почвах вы без опасения можете применять золу. Но если у вас почва нейтральная, показатели 7, допустим, да, и выше, уже щелочные там идут почвы, на таких почвах золу применять нельзя. Вот. У вас будет еще больше защелачиваться почва, и растения получат больше вреда, чем пользы. В щелочную почву многие микро-макроэлементы, они не могут полноценно усваиваться растениями. Вот поэтому на таких почвах в коем случае не применяем. Значит, как понять, какая у вас почва? Опять же, можно встретить информацию, что ориентируйтесь по растениям, значит, индикаторам. Если, мол, растет хвощ, там мокрица, конский щавель, то почва наверняка кислая. Это не так. Эти растения могут расти и на слабокислых почвах, иногда даже и на нейтральных могут расти. Не всегда вот эти растения-индикаторы, они достоверно говорят о кислой почве. Самый надежный способ проверить кислотность почвы. Есть специальные приборы, дорогостоящие приборы, не дешевые. Вот эти измерители, которые в магазинах продаются, а дорогие. Вот они достоверно показывают. Также достоверно можно определить кислотность почвы, pH, показатели pH, с помощью лакмусовых полосок. Вот продаются они в каждом садовом центре, в каждом садовом магазине. Можно их приобрести. Есть инструкция подробно, как их применять. Измерили показатели, показывают, что кислая почва. Окей, применяйте золу. Показывает, что нейтральная, щелочная, значит не применяем. Опять же, был такой комментарий, что вот кислотность может по всему участку на каждом метре отличаться. Не сильно она будет отличаться, небольшая будет разбежка. Вот, достаточно измерять показатель pH на 1 сотке площади. Допустим, у вас участок 10 соток, в 10 местах вот,
на участке возьмите пробы почвы и замерьте кислотность. Показатели могут отличаться незначительно. Изначально, если у вас почва на участке кислая, но не будет она на одном месте кислая, а во втором месте щелочной. Все равно показатели будут стремиться более к какой-то кислой почве. Либо наоборот, если у вас почва щелочная везде, то не будет у вас на каком-то отдельном участке почвы кислой. Это, ну, такие случаи могут, конечно, и быть, но это скорее исключение, чем правило. Есть также определенные нормы внесения золы в почву. И зависят эти нормы, конечно же, от показателей pH. Значит, на почвах сильно кислых и кислых, где показатели от 3 до 5,5, норма внесения очень значительная. От 500 граммов до 1,5 килограммов на метр квадратный. На почвах слабокислых с показателями, значит, от 5,5, даже, может быть, от 6 по разным оценкам, до 6,5 показатели внесения, нормы внесения гораздо меньше. От 200 граммов до 500. Значит, также зола применяется по-разному на разных типах почв. Допустим, если у вас почвы глинистые, тяжелые, золу лучше вносить в осенний период, чтобы прошло хорошее раскисление, пошла реакция. Но если почва песчаная, зола вносится в весенний период. Почему? Потому что на легких вот таких песчаных почвах талыми водами все это питание вымывается в более глубокие слоя. Поэтому там лучше вносить именно в весенний период. Далее, теперь немножко про свой опыт внесения золы. У меня почвы слабокислые, показатели pH от 6 до 6,5, поэтому на своей почве я вношу золу очень умеренно, но тем не менее широко использую по всему огороду. Значит, как я применяю? Зола достаточно такое удобрение, как сказать, которого всегда не хватает. Вот. У меня участок большой огород, поэтому золы на все не наберешься. Значит, как я применяю золу экономно? Я не вношу под сплошную перекопку. Золу я вношу в большей степени точечно. Допустим, есть культуры, которые очень любят почвы такие больше нейтральные. Да? Это капуста. Вот капуста на кислой почве никогда хорошо расти не будет. На нейтральных почвах будет вот. Поэтому весной, когда я приступаю к посадке рассады, я выкапываю лунки, и в каждую лунку забрасываю по горстке золы. И затем высаживаю капусту. И питание усиливается, да, потому что в золе много различных микроэлементов. И почва подщелачивается, и капуста чувствует себя очень и очень хорошо. Также я вношу золу в рядки для посева. Допустим, я высаживаю лук, либо сею свеклу. Еще что-то там высеваю. Я перекапываю грядку, делаю рядки для посева и затем уже вношу золу именно в рядок для посева. Так получается более экономно. Вот, не такой большой расход идет. Также на огороде я не вношу золу очень много. Я не стараюсь изменить резко pH. Это плохо для растений. Почему нельзя менять вот резко pH? Вот эти нормы, которые я озвучил, да, это такие больше... как сказать, норму, может, для внесения на каких-то больших площадях. На огородах все-таки менять pH почвы, раскислять почву лучше постепенно. Вносить вот на слабокислых почвах на метр квадратный, там, допустим, не 500 граммов, да, а 1 стакан, 1-2 стакана. Этого достаточно. Почему нельзя резко раскислять почву? Что происходит? Резко меняется кислотность, и многие растения на это реагируют достаточно плохо. Например, если вы внесли сразу много золы древесной, да, это может спровоцировать паршу на картофеле, либо парша может быть на свекле. Поэтому вносим достаточно умеренно. Еще вот хочу затронуть тему подкормок с помощью древесной золы. Многие питательные вещества из древесной золы, значит, потребляются растениями не быстро. Вот, не быстро. Поэтому золу лучше все-таки вносить именно в рядки для посева и в лунки, потому что питание не быстро усваивается. Также, рассказывая про золу, нельзя не затронуть тему совместного применения золы и удобрений. Значит, не все так однозначно. Значит, что касается удобрений, допустим, с золой ни в коем случае нельзя применять азотные удобрения. Вы, например, используете карбамид, вот, мочевину, да, аммиачную селитру, еще какие-то азотные удобрения. Нельзя их смешивать с золой. То есть нельзя взять горсть удобрения,
насыпать, а потом еще и золы сверху, потому что в щелочной среде азот улетучивается, и такая подкормка на пользу растениям не пойдет. Нельзя также вносить совместно с золой фосфорное удобрение, потому что фосфор переходит в труднодоступную форму для растений, и в итоге растения будут испытывать дефицит этого элемента питания. Нужно вносить эти удобрения раздельно. Значит, как же их вносить вот весной, чтобы не было вот этой конкуренции? Допустим, у вас есть комплексное удобрение, где есть азот, фосфор и калий. Вот это удобрение вы смело вносите под перекопку, а золой уже просыпайте сами рядки для посева. В этом случае никакой угрозы не будет. Если, допустим, делаете какую подкормку, значит соблюдайте интервал. Внесите, допустим, какую-то подкормку азотную, да, удобреница где-то вы там подсыпали, водно-раствор удобрения сделали, подлили, и через несколько дней затем уже можете золу внести. Тогда не будет проблем. И еще применение совместно с различными биопрепаратами, с микроорганизмами. Если вы используете на огороде, значит, препараты грибные, это триходерма, баверия, метаризиум. Допустим, вы высаживаете весной картофель, да, и собираетесь еще дополнительно пролить лунки для посадки метаризиумом, да, и хотите и золу насыпать. Но не подходит такой вариант. Почему? Потому что создается, опять же, щелочная среда, и в щелочной среде вот эти грибные препараты, они работать не будут, либо работать будут очень-очень плохо. Лучше тогда посадить картофель, вот эту лунку с золой, а затем через какое-то время, когда росточки уже пойдут, пролить метаризиумом. Значит, либо вообще там золу не применять. Ну, как-то так. А что касается применения других биопрепаратов, например, препараты на основе хлореллы, либо сенной палочки, их можно применять. Вот, допустим, есть сенная палочка, новоспорин. Вы нарастили, допустим, банку вот этого новоспорина сенной палочки и хотите совместно, допустим, сделать какую-то обработку по листу. Да, без проблем вы можете сделать зольный настой и добавить сенную палочку, и все будет там нормально. Сенная палочка не боится щелочной среды. Вот сенной палочкой золу можете спокойно применять. И проливать грядку, там, допустим, сенной палочкой, и золу сразу вносить. Тут проблемы как бы не будет. Но с грибными нужно быть осторожным. Все-таки лучше какие-то интервалы делать между внесениями. Ну вот, сделал такой более развернутый ролик про золу. Если что-то непонятно, тогда пишите в комментариях, буду отвечать. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.